Добрый день! Шлепки моей дочки на отдыхе порвались. И сегодня я вам покажу, как с использованием вот этих вот шлепок рваных и старых джинсов, вернее их обрезков, сшить очень модную летнюю обувь. Итак, для начала удаляем вот этот вот ненужный порванный верх. У меня остались вот такие вот обрезки от старых джинс. Их мы и будем использовать. Прикладываем на джинсы наш шлепанец и его обводим. Теперь вырезаем. По ножке ребенка заготовим модель верха. При этом отступаем от подъема стопы буквально 2 сантиметра. Выкройка готова. Вырезаем ее с припуском в 1 сантиметр. Теперь заготавливаем 4 такие детали. Обратите внимание, здесь отступаем. Это припуск на шов в 1 сантиметр. Сшиваем эти детали попарно. Отстрочим швы по лицевой стороне, отступив от края буквально полсантиметра. Теперь по кругу сошьем эти детали вместе.
У себя в шкафу я нашла вот такие вот ненужные подтяжки. Из них у меня и будет лямочка для обуви. Опять меряем на ребенке, при этом смотрим, чтобы вот наша лямка, то есть резинка, немножечко натягивалась. Она не должна болтаться, а уж тем более свисать. Пришиваем наши лямки, попадая в предыдущую строчку. Излишки резинки обрезаем. Теперь придаем нашей обуви законченный вид, формируя ее по ножке ребенка. Для этого берем верх нашей обуви и натягиваем по ножке. При этом натягиваем на подошву. И потом вот этот вот припуск, который на подошве, прикалываем. Но будьте аккуратны, прикалывайте прямо в подошву, не уколите ребеночка. Я для надежности придерживала ножку рукой, вот фиксировала ножку пальцем и ниже уже своего пальца прикалывала иголочку. Основа готова. Теперь вот этот вот припуск, который заходит на подошву, мы подгибаем и прикалываем уже к краю подошвы, видите, то есть к верху подошвы, чтобы припуск смотрел внутрь. Делаем разметку на подошве в 1 сантиметр. И теперь нам необходимо пришить верх обуви к подошве. Для этого я использую толстые холщовые нитки. Смотрите, на верхе нашей обуви, то есть вот на джинсе, формируем петельку. Теперь протыкаем иголкой уже опять джинсу вместе с подошвой. При этом на подошве иголочку стараемся вывести в нашу меточку. После чего протягиваем иголку в петлю и затягиваем.
Теперь на расстояние 1 сантиметр опять протыкаем иголкой джинсу вместе с подошвой, вытягиваем ниточку. И опять проводим иголкой в предыдущую строчку, то есть в нитку. И далее продолжаем делать подобные стежки. Конечно, в начале вам будет неудобно то, что нитка такая длинная, она цепляется за иголочки, вот путается, скручивается, но наберитесь терпения, не торопитесь, потихонечку, аккуратно у вас все получится. Также, если вам тяжело протыкать подошву, то вы можете воспользоваться какими-нибудь щипцами или плоскогубцами. Заканчиваем шить, в конце оставляем небольшую ниточку. Можете там завязать узелок, но на ваше усмотрение. Ниточку оставляем и в начале строчки, и в конце. Мы их потом приклеим к подошве вместе со стелькой. Вот посмотрите, какая симпатичная основа обуви у нас получилась. Теперь нам необходимо вклеить стельки. Для этого мы будем использовать клеевой пистолет. Обратите внимание, дело в руки взял уже мой муж, потому что в моих руках клеевой пистолет работать не хочет. Итак, смотрите, для начала мы приклеиваем пяточку, равномерно вот ее распределяем, ждем немножечко, чтобы она зафиксировалась, и потом уже проклеиваем остальную часть подошвы. То есть вот намазали там клей и распределяем стелечку равномерно, смотрите, и аккуратно. И наша обувь готова. По поводу стельки сразу скажу, не бойтесь, она надежно приклеена и никуда не уедет. Ну и в любом случае ребенку эту обувь носить не 8 лет. Ну и опять же обращаю ваше внимание, какая обувь получилась симпатичная. Не знаю, что это, сандали, эспадрильи, мокасины или как слепоны, кто как ее называет. Но главное, моему ребенку она очень понравилась и при этом оказалась еще и удобной. Поэтому моя дочка одела и снимать уже не захотела. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.